Привет! Сегодня мы с вами будем чистить довольно-таки много монет. И вот я вам хочу рассказать про первую из них. Монета номиналом 25 копеек 1855 года чеканилась Санкт-Петербургским монетным двором. Средняя стоимость в хорошем состоянии составляет около 70 евро. Монета чеканилась из серебра 868 пробы в период с 1832 года по 1858 год. На аверсе монеты изображен герб Российской империи 1830 года. Орел с двумя коронами, по центру одна большая. Правой лапой держит скипетр, левой державу. На груди изображен святой Георгий, который копьем поражает змея. Герб окружает цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых крыльях орла расположены гербы 6 царств. По 3 герба на каждом крыле. На левом крыле гербы царств Казанского, Астраханского, Сибирского. На правом крыле Польского, Херсонеса Таврического и Великого княжества Финляндского. В отличие от официального герба, тут крылья загнуты кверху. Слева и справа от хвоста поставлены знаки Мюнценмейстера H и I. Мюнценмейстер – это начальник монетного двора. Вокруг герба расположено сплошное кольцо, где указан вес монеты и надпись «Чистого серебра 1 золотник, 5 1/4 долей». Надпись разделяет цветок. Что ж, теперь посмотрим с вами реверс монеты. В центре указан номинал 25, над числом имперская корона. Под номиналом орнамент в виде стилизованных линий с точкой. Год чеканки 1855. Еще ниже буквы СПБ, что означает Санкт-Петербург. По краям ветви. Лавровая слева и дубовая справа. Вместе они связаны лентой. Как вы видите, серебро здесь довольно почерневшее, но никаких проблем это вызвать не должно, так как серебро довольно просто поддается чистке. Что ж, давайте посмотрим с вами следующую монету. Выглядит она намного чище. Монета 25 копеек 1896 года чеканилась Санкт-Петербургским и Парижским монетными дворами. Средняя стоимость 109 евро. На аверсе монеты изображен профиль Николая II лицом влево. Слева от профиля снизу вверх полукругом вдоль канта имеется надпись «БМ Николай II Император». БМ означает «Божьей милостью». Справа от профиля вдоль канта, сверху вниз и самодержец Всерос, всероссийский имеется в виду. Теперь давайте рассмотрим с вами реверс монеты. В центральной части изображен малый государственный герб Российской империи образца 1883 года. На гербе изображен двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Выше находится та же корона, но большего размера, связанная с двумя коронами, развивающейся лентой Андреевского ордена. Левой лапой орел держит скипетр, правой – державу. По центру московский герб. Святой Георгий на коне поражает змеевидного дракона с крыльями. Московский герб окружает цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых вверх крыльях орла расположены гербы 8 царств, 4 на каждом крыле. На левом крыле гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса Таврического и соединенные в один герб Великие княжества Киевское, Владимирское и Новгородское. На правом крыле гербы царств Астраханского, Сибирского, Московского и Великого княжества Финляндского. Хвост орла выполнен стилизованно. Под гербом полукругом вдоль указан номинал и год чеканки. Вот такая вот интересная монета Российской империи. Как вы видите, она имеет небольшое потемнение, которое мы с вами легко уберем.
Следующие монеты, которые мы будем с вами рассматривать, это юбилейные монеты Европейского Союза. Они выполнены из двух колец. Наружное кольцо медь и никель, а внутреннее кольцо медь, цинк и никель. Это монета 2 евро, выпущенная в 2022 году в Эстонии, 35 лет программы Erasmus. Erasmus – это программа Европейского Союза по обмену студентами, основанная в 1987 году. В 2022 все страны Европейского Союза выпустили по одной такой монете. Следующая монета 2 евро Франция 2022 года символизирует 20 лет евро и председательство Франции в Европейском Союзе. На ней изображено переосмысленное древо жизни Хоакина Хименеса, которое украшает монеты Франции аж с 2022 года и называется Древом Союза. Далее. Бельгия 2 евро 2020 года, приурочена к Международному году охраны здоровья и растений. Следующая монета. Италия 2 евро 2016 года. 2200 лет со дня смерти Тита Марция Плафта, который жил в 184 году до нашей эры. Это древнеримский театральный деятель, автор античных комедий. На монете изображены маски, трагедии и комедии. Далее. 2 евро Нидерланды 2011 года. 500 лет со дня издания книги «Похвала глупости». Справа изображен Эразм, который пишет свою книгу, и слева изображена королева Беатрикс. Состояние у этой монеты чуть-чуть хуже, чем у других, но мы это исправим. Следующие две монеты – это Андорра номиналом 2 евро 2020 и 2021 года. На них отчеканен герб Андорры. Эти монеты, они не юбилейные, а простые. И в завершении монета номиналом 2 евро Монако 2018 года, на которой изображен принц Альберт II. Эта монета тоже не юбилейная, а обычная из оборота. Что ж, давайте обозначим нашу с вами цель на сегодня. Мы сегодня почистим все эти монеты, придадим им блеск. Над монетами Российской империи придется постараться поусерднее. В конце мы покроем их специальным раствором, который будет препятствовать оксидированию. Положим монету в специальную емкость, где мы будем делать раствор. Европейские монеты мы сюда класть не будем, так как они намного чище. Их не надо так долго держать будет, как эти здесь. Далее добавим 1 столовую ложку лимонной кислоты и разбавим все это дело кипятком. В таком виде монеты мы оставим на 15 минут. Далее перевернем их и подождем еще 15 минут. После этого достанем и промоем. Вот и прошли первые 15 минут. Теперь нам необходимо перевернуть монеты на другую сторону, чтобы другая сторона монет подверглась полному воздействию раствора всей площади. Вот и пришло время доставать из емкости с раствором монеты Российской империи. Вместо них в емкость с раствором я пущу европейские монеты.
Если монеты Российской империи подвергались воздействию раствора примерно 30 минут, по 15 минут на каждую сторону, то европейские монеты будут находиться в емкости 5 минут на каждой стороне, в общей сложности 10 минут, потому что они намного чище, чем монеты Российской империи. Тем временем я помою под краном монеты Российской империи. Пока европейские монеты находятся в растворе, давайте вытрем монеты Российской империи, посмотрим, что у нас получилось. Как вы видите, все-таки потемнение, большая часть потемнения она осталась. Но мы это исправим при помощи полировальной пасты и полировальной машинки. Возьмем вторую монету. Поскольку она изначально была посветлее, почище, какие-либо изменения мы сейчас вряд ли заметим. Но все равно на следующем шаге во время полировки мы придадим ей блеск. Теперь вернемся к европейским монетам, перевернем их на другую сторону. И, как я уже упоминал ранее, оставим в растворе еще на 5 минут. После раствора лимонной кислоты я промыл европейские монеты под проточной водой. Теперь их необходимо все вытереть и посмотреть. Казалось бы, чистая, красивая, блестящая монетка. На самом деле это не так, потому что после чистки в лимонной кислоте монеты с медно-никелевым сплавом могут покрыться красными пятнами. Как это происходит? В процессе обращения монеты бьются друг от друга, падают, бьются о стойку кассы, получают всевозможные повреждения. После обработки лимонной кислотой все вот эти раковины, которыми покрылась монета, они растворяются. И медь начинает свою реакцию с воздухом, с кислородом. И из-за этого происходит оксидирование открытых медных мест. То есть всякие вот эти маленькие царапки, нарушения слоя, они сразу же проявляются. Поэтому мы дадим монетам полежать, вытрем их насухо, дадим им полежать некоторое время на воздухе, минут 30, и посмотрим, какие из них покрылись красными пятнами, если покроются. Дав немного полежать монетам, я заметил, что одна из них начала покрываться оксидной пленкой. То есть сейчас ее необходимо будет обработать. Это не проблема. Красные пятна легко удаляются при помощи йода и соды. Давайте подготовим поверхность, застелим ее. Для этого нам понадобится йод и сода. Обычная столовая. Нанесем йод на поверхность монеты. Достаточно несколько капель. И далее будем растирать йод ватной палочкой. Сейчас металл потемнеет. Это нормально. И добавим соды.
Теперь нам необходимо пальцами сильно втирать соду в поверхность монеты. То есть будем ее натирать. Обработаем также другую сторону. И почистим содой. Протрем тряпкой. Смотрите, поверхность монеты стала, в принципе, вот эти вот места оксидирования, они стали матовыми. Ничего страшного. Все это уберется полировальной пастой и полировальной машинкой. Теперь давайте возьмем с вами другую монету, Нидерланды. Как вы видите, на свету она тоже становится такой красноватой. Давайте тоже почистим. И как всегда растираем йод по поверхности монеты. И теперь чистим содой. Обрабатываем другую сторону. Далее снова сода. Монета стала матовой. Хотя здесь трудно различить. Пойду помою ее под краном. Промыл под проточной водой. И как вы видите, вся поверхность стала такой матовой. Все очень хорошо видно. Матовыми стали как раз таки места, которые подверглись оксидированию. Опять же повторюсь, это все уйдет в процессе полировки. Видите, у Андоры тоже. Я решил не рисковать и обработать абсолютно все европейские монеты йодом и содой. То будет обидно, если какие-нибудь из них потом покроются, опять же, оксидом. Поэтому лучше все сделать сразу.
Сейчас видно, какая красота у нас получается. Даже несмотря на то, что монета вроде как матовая, она все равно выглядит очень-очень красиво. Ну вот я и закончил обработку европейских монет. Теперь просто почищу содой серебряные монеты Российской империи. Как вы видите, сода очень хорошо справляется со своей задачей. Далее я помою монеты и будем приступать к полировке. Прежде чем мы начнем, необходимо защитить дыхательные пути при помощи респиратора. Он защищает от маленьких частиц полировального круга фетрового и защищает также от взвеси мелкодисперсной пыли полировальной пасты. Глаза необходимо защитить при помощи очков. И уши мы будем защищать при помощи наушников, которые поглощают звук. Давайте приступим с вами к полировке. Установим фетровый диск. На каждую монету нам необходимо будет по одному фетровому диску. Всего у нас их 10. Далее, теперь мы нанесем с вами полировальную пасту на каждую монету
первым делом мы с вами будем полировать серебряные монеты. Вот такой вот раздражающий звук издает полировальная машинка, поэтому я его отключу. Вот уже видно, что у нас получается. Темнение сходит. Здесь я увеличу скорость вращения диска и пройдусь по монете еще раз. Необходимо отшлифовать каждую мелкую деталь на монете. Видно, что постепенно оксидное потемнение начинает отходить. Механическая очистка этой монеты полностью закончена. Теперь нам необходимо удалить остатки полировальной пасты при помощи полотенца. Посмотрите, выглядит практически как новая, будто только вчера ее отчеканили.
Давайте сменим полировальный круг, установим новый, возьмем следующую монету и продолжим механическую чистку. Как и во время предыдущего этапа, нам необходимо удалить остатки полировальной пасты с монет. Правда красота, не так ли? Продолжим чистку остальных монет таким же способом. Вот мы и почистили последнюю монету. Давайте теперь возьмем все монеты и посмотрим, что у нас с вами получилось. Посмотрите, как красиво они стали выглядеть. С серебряных монет полностью ушло оксидное потемнение. Европейские монеты стали сверкать еще лучше. Давайте посмотрим с вами поближе. Словно ее будто только что отчеканили. Смотрите, как четко стал выглядеть рельеф в серебряной монете. Маленькие черные точки — это остатки фетрового круга, которые мы удалим при помощи ультразвуковой ванны. Давайте теперь посмотрим, почему необходимо было защищать глаза. Это маска.
Белые точки — это застывшая полировальная паста вместе с остатками фетрового диска. Это все могло бы быть на лице и на глазах. То есть глаза могли быть повреждены. Давайте теперь посмотрим с вами нашу маску. Видите, внутри все в порядке, а снаружи вот так оно все выглядит. Опять же, остатки фетрового круга, полировальной пасты, они могли остаться в носу и легких. Нам это не надо. На данном этапе мы будем с вами чистить монеты в ультразвуковой ванне. Для чего это надо? Это необходимо для того, чтобы удалить даже самые мельчайшие частицы грязи, а также остатки всевозможных жиров с поверхности монет. После того, как мы загрузили все монеты в ванну, зальем их специальной очищающей жидкостью. Теперь зададим время очистки, это 480 секунд или же 8 минут, и запустим ванну. В процессе работы ванна издает вот такой высокочастотный звук, который может раздражать, поэтому я его отключу. Прошли 8 минут, теперь необходимо достать монеты, слить чистящую жидкость, промыть монеты под проточной водой, самое главное насухо вытереть. После этого необходимо сразу же покрыть монеты специальным консервирующим раствором, который не даст монетам оксидироваться. Вот так выглядят монеты после очистки в ультразвуковой ванне. Посмотрите, как красиво они блестят и переливаются на свету. А теперь посмотрите, как улучшилось состояние серебряных монет. Теперь давайте приступим к следующему этапу консервации. Вот мы и приступаем к финальной стадии. Сейчас мы будем натирать монеты специальным средством от образования оксида. Натирать монеты мы будем вот таким вот хорошим средством. Нанесем одну каплю раствора на одну сторону монеты. После этого средство необходимо растереть, оно образует защитную пленку, и таким образом монета не будет оксидироваться. Растирать раствор по поверхности я буду специальным мягким полотенцем. Тщательно натираем края монеты.
Здесь на поверхности монеты вы можете видеть маленькие капельки. Эти маленькие капельки и есть наше с вами защитное средство. Вот и все. Теперь монеты покрыты специальным защитным раствором. Далее мы подождем несколько часов, и после этого удалим остатки раствора с поверхности монет. Вот прошло несколько часов, пришло время стереть остатки раствора с поверхности монет. Вытирать мы будем монеты вот такой вот специальной тряпочкой. Когда мы вытрем остатки раствора, на монете останется специальная пленка, которая в дальнейшем будет препятствовать оксидированию. Чтобы не нарушить защитную пленку, монету нельзя трогать голыми руками, поэтому необходимо использовать специальный пинцет или же перчатки.
Теперь давайте возьмем несколько монет и сравним. Было, стало. Бельгийская монета была чуть-чуть матовая. Теперь она блестит. Монета Российской империи. Как вы видите, потемнение и оксид полностью ушли. Обратите внимание, каким объемным стал рисунок. Вы знаете, здесь плохо видно, но изначально на монете Расмус были следы эмульсии. При помощи полировки удалось от них избавиться. Теперь, когда все готово, пришло время упаковать монеты и вернуть их владельцу. Далее я помещу монеты Евросоюза в альбом, где каждая из них займет свое специальное место в зависимости от года чеканки. Все монеты в альбомах. Очистка закончена. Я надеюсь, было интересно. И увидимся в следующем видео. Пока.